Вы будете в шоке, но не только на американских самолетах используется технология стелс. Сегодня я расскажу вам самые интересные факты про военно-морской флот США. А в конце видео я покажу самые передовые разработки, которые должны покорить мир. Приятного просмотра! Для начала, давай окунемся в историю. Подводные лодки стали частью ВМС США в самом начале 20 века. Первая подводная лодка USS Holland была введена в строй в 1900 году. Она была довольно примитивной по сегодняшним меркам, небольшая, с ограниченной автономностью и скоростью. Но для своего времени это был настоящий прорыв. Интересно, что изобретатель первой подводной лодки, Джон Филипп Холланд, был ирландцем по происхождению. Он посвятил свою жизнь разработке субмарин и в конечном итоге убедил ВМС США в необходимости такого корабля. Во время Первой мировой войны роль подводных лодок была ограничена, но уже тогда стало ясно, что за ними будущее. В межвоенный период США активно развивали подводный флот, изучая опыт других стран и внедряя собственные инновации. В этот период были разработаны лодки класса S и R, которые стали основой для дальнейших разработок. Однако настоящий расцвет подводных сил пришелся на период Второй мировой войны. Американские лодки сыграли ключевую роль в Тихоокеанском театре военных действий. Они нарушали японские линии снабжения, топили транспортные и военные суда. По некоторым данным, подводники США потопили около 55% всех японских кораблей, потерянных в войне. Ну а после Второй мировой началась эра Холодной войны, и подводные лодки стали еще более важными. В 1954 году на воду была спущена USS Nautilus, первая в мире атомная подводная лодка. Это был настоящий прорыв, позволивший лодкам оставаться под водой сколько угодно. Ограничение одно – запасы провизии для экипажа. USS Nautilus совершила первое подледное плавание под Северным полюсом в 1958 году, что стало символом технологического превосходства США. Сегодня ВМС США располагают несколькими классами подводных лодок, каждый из которых выполняет свои специфические задачи. И давай я подробнее расскажу о них. И первая из них – класс Огайо. Это стратегические ракетные подводные лодки. На борту они могут нести до 24 баллистических ракет Trident D5 с ядерными боеголовками. Эти лодки являются морской компонентой ядерной триады США и обеспечивают стратегическое сдерживание. Интересно, что 4 из 18 лодок этого класса были переоборудованы в носители крылатых ракет и могут нести до 154 ракет Tomahawk. Это дает им возможность наносить высокоточные удары по наземным целям на большой дальности. Есть еще и класс Лос-Анджелес. Это уже многоцелевые атомные подводные лодки. Из вооружения на борту торпеды МК-48, крылатые ракеты Tomahawk. А главная их особенность в том, что они долгое время были основой подводных сил. Всего было построено 62 лодки этого класса. Они выполняют широкий спектр задач: противолодочная и противокорабельная борьба, разведка, специальные операции. Некоторые из них были модернизированы для повышения скрытности и эффективности. Класс Seawolf предназначен под разные цели, но их особенность заключается в упоре на скрытность и огневую мощь. На борту они могут нести 8 торпедных аппаратов, способных запускать торпеды и крылатые ракеты. Такие лодки были разработаны в конце Холодной войны для противостояния советским аналогам. Всего построено 3 лодки из-за высокой стоимости программы. Они считаются одними из самых тихих и мощных в мире. Кстати, еще одну такую традицию я описал в своем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Подписывайтесь, и давайте я более подробно расскажу про характеристики этих лодок, а начнем мы с размеров. Класс Огайо – один из самых огромных. Длина лодок около 170 метров, ширина 13 метров, водоизмещение в подводном положении около 18 тысяч тонн. Класс Seawolf уже поменьше. Длина около 108 метров, ширина 12 метров. Водоизмещение около 9138 тонн. А что там по скорости?
Большинство современных подводных лодок ВМС США способны развивать скорость свыше 25 узлов, что около 46 км в час под водой. А погружаются они на глубины до 240-300 метров, однако реальные показатели могут быть выше. Некоторые источники предполагают, что подводные лодки класса Seawolf могут погружаться на глубину до 600 метров. Ну и, конечно же, куда без двигателя. Все современные подводные лодки США оснащены водоводяными ядерными реакторами типа SDMG или S6G, которые обеспечивают неограниченную дальность плавания и высокую скорость. Реакторы обладают высокой безопасностью и требуют перезарядки ядерного топлива только раз в 25-30 лет. Ну а на борту помещается целый жилой дом. Класс Огайо вмещает около 150 человек, включая офицеров и матросов. Интересно, что у лодок этого класса два экипажа. Синий и золотой, которые сменяют друг друга, что позволяет лодкам проводить больше времени в море. Класс Seawolf уже поменьше, около 140 человек. Ну а вооружение подводных лодок — это отдельная тема, и здесь есть очень много интересного. Например, есть там интересные торпеды МК-48 AD Cup. Основная тяжелая торпеда ВМС США. Имеет систему самонаведения с использованием активного и пассивного сонара, может поражать как подводные, так и надводные цели. Скорость до 55 узлов, дальность до 50 километров. Торпеда способна преодолевать сложные условия гидрологии и противодействия. Ну и куда современным лодкам без крылатых ракет? BGM-109 Tomahawk. Крылатая ракета дальнего действия, способная поражать наземные цели на расстоянии до 1600 километров. Может оснащаться различными типами боеголовок, включая проникающие для уничтожения укрепленных целей. Ракеты Tomahawk могут программироваться на полет по сложной траектории, обходя системы ПВО противника. Есть еще и баллистические ракеты, например, Trident 2D5. Трехступенчатая баллистическая ракета с твердотопливным двигателем. Дальность свыше 12 тысяч километров. Может нести до 14 разделяющихся боеголовок с индивидуальным наведением. Точность попадания составляет около 90 метров, что делает ее одним из самых точных стратегических вооружений. Кажется, что такие боевые машины – самое смертоносное оружие, что только создавало человечество. Но есть способ борьбы с ними. Подводные мины. Лодки могут устанавливать морские мины, создавая минные поля в стратегически важных районах. А еще современные лодки могут запускать подводные беспилотные аппараты для разведки и специальных операций. В общем, вооружение там очень серьезное. Скрытность и способность обнаруживать противника раньше – ключевые факторы для подводных лодок. И лично меня поражает то, как огромная махина в несколько тонн весом может так легко скрыться от радаров противника. Что это вообще за технологии? Ну, к примеру, у лодок есть бортовые сонарные системы. Они включают в себя носовые и боковые антенны, обеспечивающие круговой обзор. Системы могут работать в активном и пассивном режимах. Есть еще длинные кабели с сенсорами, которые буксируются за лодкой и позволяют обнаруживать цели на больших дистанциях, особенно на низких частотах. Помимо этого, массивные гидрофонные системы. Они уже нужны, чтобы анализировать акустическую обстановку и классифицировать обнаруженные цели. Но под водой и без зрения вообще никуда нельзя. Современные лодки оснащены оптико-электронными мачтами, которые передают изображения на мониторы внутри лодки. Это повышает скрытность, так как нет необходимости поднимать традиционный перископ, который может быть замечен визуально или радиолокационно. А ведь без зрения можно легко попасть в аварию. Кстати, насчет ДТП. Вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше. Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Но как моряки ориентируются под водой? Там же нет ничего, что помогло бы понять местоположение, а спутники не ловят. Для этого придуманы инерциальные системы. Они позволяют точно определять положение лодки без необходимости использовать GPS, что важно для скрытности. Но если все же припрет, то их можно использовать. И в придачу к этому есть цифровые карты и системы планирования маршрута. В общем, полноценный набор профессионального географа.
Кстати, подводные лодки очень круто и быстро развиваются. К примеру, много в каких лодках есть водометные движители. Вместо традиционных винтов используются водометные движители, которые уменьшают акустическую заметность и повышают маневренность. Они работают по принципу насоса, выталкивая воду через специальные каналы. Кстати, не только машины звукоизолируют. У лодок есть специальные покрытия корпуса, которые поглощают звуковые волны, делая лодку менее заметной для сонаров противника. Используются резиноподобные материалы с микропузырьками воздуха, которые рассеивают звуковую энергию. В придачу к этому есть системы подавления шумов. К примеру, амортизирующие подвесы. Это оборудование внутри лодки монтируется на специальных подвесах, которые гасят вибрации. И еще гидравлические демпферы. Они снижают передачу шума от механизмов к корпусу лодки. Я недавно читал статью о том, как инженеры разрабатывают новые материалы для снижения акустической заметности. Представь себе. Они используют нанотехнологии для создания материалов, которые поглощают звук на молекулярном уровне. Это просто невероятно, насколько продвинулась наука. Ну что, перейдем к самому сладкому. Жизнь под водой – это особый мир со своими правилами и традициями. Знали ли вы, что каюты на подводных лодках очень тесные? Часто несколько человек делят одну каюту, а матросы могут даже делить одну койку по сменам. Это называется горячая койка. Личный простор ограничен, и каждому приходится адаптироваться к этому. Но знаете, что больше всего важно для морального духа экипажа? Питание. И я тут вполне себе понимаю матросов, я ведь тоже люблю покушать. На подводных лодках стараются обеспечить разнообразное и качественное питание. Есть даже традиция готовить пиццу по пятницам или устраивать тематические ужины. Запасы провизии тщательно планируются, включая свежие продукты, которые используются в первые дни похода. Думаю, если бы я оказался на борту, то все планы по расходу еды пошли бы по боку. Но чем вообще заняты матросы на борту? Экипаж работает по сменам. Обычно по 6 часов работы и 12 часов отдыха. Так называемый трехсменный график. Он помогает поддерживать непрерывную боеготовность. Правда, в перерывах не получится поиграть. Свободное время ограничено, но есть возможность заниматься спортом, читать, смотреть фильмы. На современных лодках есть небольшие тренажерные залы и библиотеки, хоть и своеобразные. Но, пожалуй, самое сложное – это психологический аспект. Долгое пребывание в замкнутом пространстве без солнечного света требует серьезной подготовки. Периодически проводятся тренинги и беседы с психологами. Благодаря этому экипаж становится как одна семья. От этого, кстати, зависит успешность миссии и безопасность всех на борту. А для этого проводятся совместные мероприятия, игры, конкурсы. А знаете ли вы, какие есть традиции? К примеру, посвящение новых членов экипажа, особенно после первого дальнего похода. Это помогает сплотить команду и передать опыт старших товарищей. А на борту отмечаются дни рождения и национальные праздники. Иногда даже устраиваются тематические вечеринки. Но зачем вообще нужны эти подводные лодки? Дело в том, что это не только оружие, но и важный элемент глобальной стратегии. Взять, к примеру, ядерное сдерживание. Морская ядерная триада заключается в том, что подводные лодки обеспечивают скрытность и мобильность ядерного арсенала. Это делает невозможным их уничтожение первым ударом. А это, в свою очередь, гарантирует способность нанести ответный удар и таким образом предотвращает агрессию. Еще они могут отлично заниматься сбором информации. Лодки могут незаметно находиться вблизи берегов потенциальных противников, собирая данные об их активности, перехватывая коммуникации. Ну и куда без проведения специальных операций? Можно, например, использовать лодку для тайной доставки отрядов специального назначения, проведения разведывательных и диверсионных операций. Для этого на них оборудованы специальные отсеки и шлюзы. Ну что, пора заканчивать. Но перед этим я бы хотел рассказать вам о самых передовых технологиях. К примеру, вы знали, что стелс может использоваться не только в самолетах, но и в подводных лодках. Ученые уже сейчас разрабатывают материалы и технологии, которые могут уменьшать магнитную заметность лодок. А еще они внедряют искусственный интеллект. Их использование нужно для улучшения ситуационной осведомленности, принятия решений и управления системами. К слову, это помогает разгрузить сотрудников. Но самое интересное, как по мне, так это использование квантовых технологий. Они нужны для создания не поддающихся перехвату каналов связи. Интересно, когда подобные технологии действительно выйдут на рынок. . . 。 . 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
Знаешь, чем больше я узнаю о подводных лодках, тем больше восхищаюсь людьми, которые их создают и на них служат. Это не просто работа, это призвание. Требуется невероятная смелость и преданность делу, чтобы проводить месяцы под водой, вдали от семьи и друзей, выполняя задачи, о которых никто не узнает. Я всегда интересовался технологиями и инженерией, и подводные лодки для меня – вершина человеческой изобретательности. Они объединяют в себе передовые научные достижения. И это удивляет. Иногда я задумываюсь, что движет людьми, которые выбирают такой путь. Возможно, это стремление к чему-то большему, желание быть частью чего-то важного. И я уважаю их выбор. Но лично я бы никогда не хотел быть моряком-подводником. Месяцами напролет жить вдали от дома. Просто ужас. Кстати, если вы хотите ролик про то, как живут настоящие подводники, то обязательно пишите об этом в комментарии. Сегодня я рассказал вам все интересные факты про подводные лодки, которые стоят на вооружении ВМФ США. Пишите в комментариях, что больше всего вас удивило. И спасибо за просмотр.